Итак, сегодня 21 июля. 3 недели, как я уже нахожусь в пути. Это верхнее течение Пиктемеля, реки Пиктемель, Центральная Чукотка. Я успела сходить от Певека на самый северный чукотский мыс Шелакский. Потом неделю добиралась сюда, в это место, очень редкими попутками. Практически здесь очень плохие дороги. И неделю чуть меньше ходила на горное кольцо к горе Недоступной и поднялась на нее. Теперь мне предстоит порядка 110 километров пройти через 3 перевала и выйти к реке. Хочу сплавиться по притоку реки Чантал-Вием, Чантал-Ве-Гыргы-Вием. Здесь трудное очень название. Правильнее сказать Чанталь-Ве-Гыргын. Дословно с чукотского то, что надо перейти по дороге к чаунцам. Приток Телякей. Телек это ива, высокая ива по-чукотски. Видимо, там растут чезении в тех местах. По пути хочу еще взойти на 2 вершины. Что из этого выйдет, посмотрим. Погода сегодня, на удивление, безветренная практически. Тепло, хорошая ходовая погода. Низкая облачность, но это не страшно. И воды в Пиктемеле вот почти нету. Вода сильно упала, пока я ходила на горное кольцо. Небольшая протока, которая около моего лагеря вот здесь была, она пересохла. Вот здесь под этим обрывчиком была вода, теперь здесь сухо. Вот на столбике, который отмечает, где нужно переезжать реку вброд, я оставляю записку старателям артели «Шахтер», которые меня привезли сюда. Они 25-го сказали, поедут обратно. И, возможно, они смогут передать весточку моим родным домой, потому что никаких средств связи у меня нету с миром. Вот. А это вот брод через Пиктемель. Можно сказать, что предыдущая часть путешествия была некоторой разминкой. Сейчас вот я уже иду с полной выкладкой, с лодкой, большим запасом продовольствия. Рюкзак где-то переваливает все-таки за 30, потому что на самом деле можно было бы, конечно, уложиться в 30 килограммов. Но я не удержалась, мне ребята и старатели, и дорожные рабочие подарили сгущенку. И вот я с собой 2 банки я съела, одну несу с собой. Но в ближайшее время я ее, конечно, прикончу. Еще у меня там семечки, сухарики лишние, неучтенка как бы. Ну, это килограмма не больше 2. Так что у меня где-то рюкзак 32 килограмма. Вот. И с таким рюкзаком мне надо пройти вот до начала сплава порядка 110 километров через 3 перевала. Река Пиктемель. Река, где сломались полозья. Вдоль нее идет пока дорога, по ней достаточно легко идти. Высокие береговые террасы, что тянутся по берегам Пиктемеля, не всегда удобно проходимы. Здесь вот кочки, болота. По старому по руслу идти гораздо проще вдоль русла. Сейчас я, наверное, спущусь обратно вниз. Там будут, конечно, броды, но сейчас вода низкая. И думаю, что смогу переходить реку там, где нужно, и пользоваться вот такими галечниками, которые сейчас не залиты. Благодатная река Пиктемель, на береговых террасах которой маячат олени, в кустах сидят зайцы, в прозрачной воде водятся хариусы, а в нижнем течении на скалах
Есть петроглифы, рисунки на камне. И на тех рисунках найдешь все, что знаешь о Чукотке. Похоже, на этом месте стояла яранга. Вон сколько осталось дров. А рога какие мощные. О, целый череп. Да, такие красивые достаточно рожки. А вот здесь, похоже, можно вставлять продуктовую заброску. Отверстие вот такое небольшое, медведь не пролезет. Да, когда здесь произошло крушение, можно только догадываться. В высокую воду, видимо, на броде вахтовка была смыта. Колеса, наверное, сняли потом. Да, опасная речка Пиктемель. В переводе Пиктемель — это река, где сломались полозья. Вот бортовой номер. А я иду туда, вверх, и уже хорошо видна горка Рапыль-Катын-Янранай. Янранай — это отдельно стоящая гора. От нее мне останется пройти 8 километров до поворота в горы. Дорога великолепная, грунт жесткий. Все бы ничего, но встречный ветер просто опрокидывает. Тяжело идти против ветра сильного. Экспериментирую тут на ветру с двухкомфорочной печкой. Здесь дров мало. Вон редкие мелкие кустики на этом галечнике, смытые с такими кусочками дерна. Поэтому не костер развожу, а печку щепочницу использую. Уже легко переходить Пиктемель вброд, срезать, идти по наиболее простым легким участкам галечника. Наконец-то я иду вперед по маршруту, к главной цели. Это очень воодушевляет. Сразу хочется одолеть побольше километров. Думаю, что здорово было бы пройти весь участок вдоль Пиктемеля до его верховьев, до устья притока, по которому я наметил поворачивать в горы. Это 25 километров. Вполне реально. Именно столько я должна проходить в среднем за день, чтобы продвижение вперед было заметным. Недалеко отсюда, километрах в 10, в стороне от реки лежит перевал базы Пламенный. Бывший ртутный рудник, закрытый еще в 70-х годах. Теперь там только перевал базы, где постоянно живут люди. Там склад продовольствия для оленеводческих бригад. Интересно было бы посетить это место, но нельзя же объять необъятное. Скоро, уже очень скоро я выйду из широких пиктемельских просторов и уйду в горы. Самый простой. 20 лет назад я начала сплав как раз отсюда, ниже этой наледи по Пиктемелю.
А сейчас наоборот иду в верховье и на перевалы в горы. В верхнем течении Пиктемель носит название Рапыль-Катын. Это место, где провалились яранги. Там на кочевке под лед ушел целый караван. Дотянуть бы он до того журавля. Последние километры. Километр, он самый тяжелый. Когда идешь по болотистым кочкам. Прекрасна страна из желтой тундры, темных гор и блеклого неба. Прекрасно одиночество рекогностировщика среди неисследованных гор и долин. Есть надо меньше. Я сворачиваю от реки Пиктемель, широкую долину ее притока в верховьях, и иду на перевал к реке Поливам. По пути я хочу зайти на гору. Гору Олега Куваева. Только сейчас пока вершины в облаках, но посмотрим, что там будет. Да, в прошлое мое путешествие 20 лет назад вся долина ТВ-Гринета этого ручья была засыпана снегом. Просто не верится. Приятно шагать по такой сухой горной тундре. В широченной тундровой межгорной долине, куда я выхожу из узкого ущелья, снова начинается белый ковер. Сверху периодическими зарядами валят хлопья, скрывая видимость. Может быть, уже наступила зима? Снег не прекращается. Здесь, на высоте 650 метров, все под его белым покрывалом. Куда я попала? Трава в снегу. Долина голая, унылая, неприглядная. Негде спрятаться от снега и ветра. До Пиктемеля остается 12 километров. Вот ведь как. Этот ручей, такой большой здесь, в низовьях перед впадением в Пиктемель, он на километр пересохший, уходит под гальку. Какая глубина в ямах. Горы Поливамского хребта. Редко посещаемое место. Когда в 30-х годах геолог Обручев летал здесь на самолете, он решил, что эти горы высотой около 2500 метров. Итак, мы находимся в Поливамском хребте, центральный район Чукотки. Это территория Олега Куваева. Верховья ручья ТВ-Гринет. И вот там, в той долине, в верховьях лежит пик Олега Куваева. Сейчас облака еще скрывают вершины. Я подожду немножко улучшения погоды и пойду туда на восхождение. Погода довольно устойчивая, облачность высокая, можно и не дождаться совсем ясной погоды, поэтому иду в такую на восхождение. Может быть, не увижу с вершины видов, но подняться, думаю, смогу. Большой брод, а дальше я уже пойду в ботинках.
Моя палаточка будет дожидаться меня под склоном. А завтра пойду вот в этот распадок на перевал к реке Полевам. А сейчас сюда иду, в самый левый распадок. Болотные сапоги я оставил на переправе. Иду сейчас в ботинках. Но приходится аккуратно пролезать вдоль берега, потому что ботинки есть где замочить. Но в них гораздо легче все-таки идется по камням. От моего лагеря до вершины 8 километров в одну сторону. И набор чуть меньше 1000 метров. Облачность на вершине. Но пока я иду, я еще надеюсь, что может быть она поднимется. Вершина не открывается. Да, по снежнику идти очень хорошо, вполне безопасно. Ручей промыл дорожку, а эти участки снежника очень вполне твердые. Вот я сейчас нахожусь на высоте примерно 1200 метров, а вершина выше, чем 1700. Но подъем достаточно пологий. Попробую все-таки взойти. А может быть, разведнеется. Кто знает. На гребешке тут такие скалы слоистые. Но их немного. В основном это, конечно, просто слежавшаяся осыпь. Подъем, в принципе, не сложен. А это вниз, вот откуда я пришла. Да, если бы Юра Копачев не сказал про эту гору, что подъем на нее с юга абсолютно, как он выразился, скотопрогонный, я бы не сунулась, конечно, в облако на неизвестную мне гору. Настоящая чукотская погода. Правда, безветрие практически здесь сейчас. Оговорилась. Не с юга простой подъем, а с севера. С севера я поднимаюсь сейчас. Неужели вершина светится? Трудный подъем, все сыпется, ползет под ногами. Нет, это просто скалы на гребне. Вершина еще выше. Вылезая на этот скальный гребень острый, вон снизу там скалы, облизала по осыпи, и уже она была такая крутая, что мне стало страшно. Я приняла решение возвращаться, но траверсируя, все-таки как-то вылезла снова на гребень, и тут дальше вот уже простой подъем. И он, кажется, уже, вот это уже вершина. Она подсвечивает мне. Пойду дальше. Похоже, я уже где-то на подступах. Вот тут еще гребень подходит. Я вон оттуда пришла, чтобы не заблудиться. Вон турик сложила. И вот где-то рядом уже, наверное, вершина, потому что туда на север провал. Ой, на юг. На юг. Вершина окружена поясом миндалек каменных лав с вкраплениями ониксов, агатов и горного хрусталя. Ну вот я не разбираюсь, вот это миндалек каменные лавы или нет. Гребень совсем не страшный, идет практически на юг. Похоже, я приближаюсь к вершине. Так, неужели это она? В принципе, она не должна быть острой.
Туда дальше уже, похоже, понижение. Неужели это она? Сейчас я еще проверю. Да, дальше схожу. Ну, не сюда, там обрыв. А туда вперед. Если там не будет повышения, значит я на вершине. Здесь другой быть не может. Снова чуть разъяснилось. Но вот там все-таки ниже. Я еще прошла на юг. Похоже, вот это высшая точка. Дальше уже точно понижение. Фокусирует в тумане. Нормально. Сейчас завалим. Впервые на эту вершину в 1983 году поднялся геолог Юрий Копасев. И по праву первого восходителя он назвал вершину пиком Олега Куваева. Только с этой вершины берут начало три мощные реки: Полеваам, Пиктемель и Эквиатап. Прекрасна страна из желтой тундры, темных гор и блеклого неба. Прекрасно одиночество рекогносцировщика среди неизученных гор и долин. Прекрасно, что ты никогда не умрешь. Я приняла решение спускаться по другому гребню. Хоть это может быть и не совсем правильно. То есть спускаться надо там, где поднялся. Но у меня там было два крутых участка неприятных. А сейчас еще дождь. И мокрые камни стали. И я чувствую, что этот гребень обходной, по которому я сейчас спускаюсь, он будет проще. Ура, появилась какая-то видимость. И вот я, видно, по тому гребню поднималась. Где-то там. А сейчас вот здесь в обход. Ура, я вышла из-под облаков. И я все прекрасно понимаю, где я. И здесь отличный гребень продолжается. А я поднималась вот по... Ой. И я поднималась вот по центральному гребню, вот за первым снежником в центре. И это не самый уж простой скотопрогонный получился подъем. Там было два участка скал неприятных. Вон, уже видна ущелье моего ручья. Такой зигзаг лево-право. Это мой распадок. Все, можно сказать, дома. Каких-то 8 километров. Пока ходила, облака спустились и в мою долину на 800 метров. Все восхождение заняло у меня 7 часов. Сейчас уже 1:30 ночи. Светло, конечно же, еще здесь за полярным кругом. На Чукотке надо выбирать погоду, а не время, пока белые ночи. Но я успела в более-менее хорошую. С утра в моей долине были облака, но сейчас вот они поднимаются. Выглянуло солнышко, появилось голубое небо. И вот вершина, пик Олега Куваева, начинает проясняться.
Но я не жалею, что поднялась вчера в настоящую чукотскую погоду. Будете у нас на Чукотке, сходите на пик Куваева, посмотрите, правильно ли я поставила там тур. Я, конечно, ориентировщица, но даже великие мастера ошибаются. Просто в тумане я могла не на главную вершину поставить, но там разница буквально там 5-10 метров. Да нет, не 10. Ну 5 может быть. Да нет, даже меньше. Но вдруг не на главной вершине стоит. Вы уж тогда перенесите тур на правильное место. Отдохнув денек на развилке ручьев, я иду на свой перевал, который приведет меня в верховье реки Поливаму. До него мне еще подниматься сейчас километров 6. Там уже будет спуск. Путь по ручью всегда проще. Здесь броды глубокие. Срезаю извилины ручья, иду напрямую. Ну вот я вошла в боковое ущелье, приближаюсь к перевалу, подъем плавный, очень хороший. Самая сложность тут — это встречный ветер. Ветер, конечно, тормозит передвижение, но он южный. Это главное, он теплый. 20 лет назад, когда здесь шла, ветер был северный, здесь все было засыпано снегом. А сейчас мне везет с погодой. Вот. Такие здесь осыпные склоны, плавные, пологие. Идти легко. Ну вот, ручей пропал, можно переодеться в ботинки. Можно идти, конечно, в болотниках, но производители снаряжения что-то совсем не думают о женщинах. Сапоги приемлемой модели выпускают только от 41 размера. Куда такое годится, а? Поменьше бы, могли бы выпускать, но что-то не выпускают пока. О, перевал показался. А нам там. Все уже совсем близко. Вот я практически на перевале. Вид в долину, с которой поднялась по притоку Пиктемеля. Тырлыгренет. Воспользовавшись хорошей погодой, решила подняться на гору под перевалом. Высота ее около 1400 метров. Вот уже за хребтиком показываются далекие вершины. Там правее должна лежать лишь вершина Куваева. Может, я его увижу сверху. Ну вот, отсюда хорошо. Внизу виден мой перевал. Это перевал из Пиктемеля в верховье Поливама. Поливамский хребет. А здесь, чтобы увидеть дальше горы, сейчас еще вон на ту вершинку выберусь. А пришла я вон с той долины. Высокие узловые горы. Тут лежат истоки длиннейших чукотских рек. Большой Осиновый, Поливаама, Амгуэмы. Вот они, чукотские просторы. Там одна погода, там другая. А просторы на десятки километров. Но нет, пик Куваева все-таки под облаками, не видно его. А вот эта гора трехгранная вершина, острая вершина. Верховье ручья Тырлыгренет. Да,
Вон там лежит гора Верховья высокая, 1700 с лишним метров, и Пикуваева, 1700 с лишним метров. Да, это самый водораздельный гребень, поэтому здесь все воздушные массы вот так вот садятся на высокие вершины, и редко они видно. Бывают открыты. Там на юге, в долине Поливаама, дождики. В верховьях Пиктемиля и Квиатапа солнышко. Да, здесь много высоких гор с отметкой выше 1700 метров. Ошибся Обручев, когда летал здесь на самолете. Не 2500 метров здешние горы. Не это ли счастье смотреть на мир с вершин гор? Вот этот участок, который я с трудом оползала 20 лет назад. Тогда здесь была ледяная доска. А сейчас это просто мягкий снежник. Достаточно легко по нему идти. А тогда верхняя кромка льда на уровне глаз. Она ломается под руками. Слева скала, справа более пологий язык ледопада. Пройду или не пройду? Даже водопадики тут были. Польские водоросли тут. Аккуратно надо. Раскрылись. Что-то такое тяжелое. Что это внутри, не знаю. С трудом раскололся. Это, конечно, подъем гораздо приятнее. Долина достаточно широкая, только иногда встречаются крупные обломки, как вот здесь вот сейчас такой участок. Вот какие попадаются. И вот с той стороны тоже скалы такие мощные. Мостовая прям из плит. Придется сейчас мне, наверное, уже набивать сапоги. О, какие каньончики, надо. Редко здесь такое. О, красиво. Да, для меня сейчас здесь открывается совсем другая картинка. Не та, что 20 лет назад, когда я шла этот перевал в обратном направлении, в зиму, с юга на север. Как по ступенькам поднимаюсь по крупным камням русла, обледенелые камни, закраины льда, тонкий хрупкий ледок с белыми пузырями воздуха в чашах между ступенями, перепадами высот. Но глубокого снега пока нет. Черные слоистые выходы скал, точно ворота, перегораживают проход. Облизаю их, оставляя на заиндевелых холодных гранях оттаившие отпечатки ладошек. Как спускаешься на высоту около 800 метров, сразу ширь, зелень начинается. Долина здесь распахнулась, хотя ручей этот называется узкий.
Поливаам в верховьях называется Кален-Мываам, что в переводе полосатые скалы, река полосатых скал. Вот они, эти скалы. Вот они, горы, уже за Поливаамом, в другой стороне реки. А я вот сейчас по узкой подхожу, и вот за этим маленьким отрожком сейчас увижу реку. Вон оттуда я пришла. Осыпи, конечно, потрясающие. Вот она, широченная долина Поливаама вниз. А мне сейчас надо пройти вот за эту горку и уходить вправо на следующий перевал, уже к Чанталь-Вагыргыну. Вот такая у меня стоянка на высокой прирусловой террасе Кален-Мываама. Здесь растаявшая наледь, но воды в протоках хватает, а то я боялась, вчера приду, воды тут не будет. Вода есть. Ночью ветер стих. Для Чукотки это вообще безветрие редкое явление. Я отдыхаю от сильного ветра, а то он утомляет. А вот туда вверх, верховье Поливаама, который называется Кален-Мываам, и там база Орлиная старая, заброшенные шахты. Посмотрю, может там что-то осталось. Но все так же пасмурно в долине Кален-Мываама. Так и не показалась она мне под солнышком. На боковом притоке были низкорослые кустики, а здесь все голо, продуто, выморожено. О чем я думаю, когда шагаю по тундре? Когда дорога несложная, ничто не мешает спокойному течению мыслей. Я вспоминаю родных и близких мне людей. Думаю, что надо чаще встречаться и вообще просто быть вместе. В пасмурную погоду приходят и пасмурные мысли. Как долго мне еще идти в неизвестность? Но я вспоминаю о людях, которые работали здесь. Мне чудится, что я иду дорогой, по которой когда-то часто ездили вездеходы, кипела работа. Еще я знаю, что внизу по течению, если начать сплав отсюда, в случае чего, я рано или поздно приплыву на метеостанцию Гени Водомута. Я так и не подошла к разрушенным строениям базы Орлиной, которые виднелись на другом берегу реки. Брод здесь был глубоким, входа в старые штольни на склоне горы я не увидела. Да и мне не очень хотелось окунаться в атмосферу урановых разработок. Скорее вперед, к главной цели. Быстро здесь облака садятся на верхушке. Вот уже ветер подул с Чиунской губы, снизовья Поливаама. Вот мне открылось озеро. Безымянное оно. Возможно, в нем есть гольцы, сейчас попробую половить. Облачность тянет с моря, аж с самой Чаунской губы. Вся надежда, что здесь, в узкой поперечной долине, меня закрывает от непогоды горная гряда. Неспроста здесь растет кустарник. Рыба не ловится. Ветер в спину, обхожу озеро. Осыпи спускаются прямо к озеру, к воде. Но, надеюсь, смогу там пройти. Вот это да! Первый раз на маршруте вижу турик. Сложная из камней такая пирамидка, которая отмечает путь. Но не красота ли? В этих нагромождениях камней даже дорога проложена старая, вездеходная. Видно, когда база Орлиная работала еще. Здесь люди ездили.
местами очень крупноголубая особь спускалась тут к берегу. И мне приходилось идти прямо вот по скользким камням, аккуратно очень. Но прошла этот участок. Да, удивительно Чукотка. То пробираешься какими-то буераками, крупноголубыми цепями, а тут выйдешь на широкие галечниковые русла засохшие и идешь по ним, по этим просторам, просто со страшной скоростью. Безжизненная какая, прям пустыня. Все сухое, шлейфы падающих ручьев. Мой путь сюда тоже недалеко до водораздела на реку Чанталова-Гыргын. Вот так диво дивное. И вот с меня ростом. Да, все-таки я на юг иду. О! О! Даже выше меня. Фу. А на обед-то у меня чай с сахаром. Ой. И баранки. Баранки. Не просто баранки. С маслом. Ой. С топленым. Среди непройденных путей один путь мой, среди невзятых рубежей один за мной. И остановки нет причин, иду горя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Вот даже каньончики есть. Ущелье. Такие. Вот какой останец охраняет вход в верховье великой реки по львам. Да, и тут чудеса из чудес продолжаются. Скалы какие. Высокие. Ну как склонились. А чудеса продолжаются. Каньон сужается. Ничего себе. Ха. Вот это да. Для Чукотки не характерно. Ух, красиво.
Ну вот тут, походу, уже выход из каньона. Близится, по крайней мере. Да. А он еще туда тянется. Ужаски обхожу по воде. Хорошо, что у меня болотники. А то здесь местами не проходы. Да, хорошо, что не глубоко. Везде можно пролезть, а вон там водопады. О, ну что, сейчас буду испытывать глубину своих болотников. Иначе тут тяжело. Ну ладно. На камень сейчас как-нибудь вылезу. Ну и там как-нибудь. Ну вот я и попала. Тут очень скользкий камень, глубина выше болотников. Стало немножко отрицательное. Ладно, будем искать выход. Да, мне пришлось вернуться. Может быть, сейчас вот по этому куларчику попробую выкарабкаться. Ну вот, слава богу, мне удалось это сделать. Если бы не скалы, конечно, не полезла. Под скалами все-таки надежно. Можно цепляться. Все, я выше каньона. Здесь должна быть уже хорошая дорога. Тундра должна быть. Ну вот, там выход из каньона. И там как раз перевал на Чантал-Вагиргын прямо. А направо уходит исток Палеваама. Он туда заворачивает. А мне прямо. Сейчас выйду. А потом еще один через 15 с лишним километров. Больше даже, наверное. У меня будет еще один небольшой перевал уже на приток Чантал-Вагиргына, и там начну сплав. Вот точка, откуда я начала подъем вверх по Пиктемилю. Это высотная отметка 522. Здесь брод через Пиктемиль, куда приехали старатели. И вот прошла вверх по Пиктемилю вдоль реки до притока Тевыгренет-Кей. Прошла мимо, здесь вот перевал База Пламенная, она в стороне от реки. И дальше в истоках Тевыгренета лежит перевал на верховье Палеваама. Вот в этом месте я оставила палатку и сходила сначала на Пикуваева. Он находится, вот он, вот в этом месте. Вот здесь вот гора Верховья. А вот есть гора Острая Вершина, которую я тоже упоминаю в фильме. Я недалеко от нее проходила. Ну вот, потом я вернулась и уже со всем снаряжением шла на перевал к Палевааму. И по пути вот сделала сюда, чуть-чуть поднялась над перевалом. Вот на эту горочку, да, вот эта горочка примерно 1400 метров. И дальше путь к Палевааму. Это ручей Узкий. Вот долина ручья Узкого сюда подходит к Палевааму. Здесь вот наледь большая на Палевааме растаявшая. И дальше я поднималась вверх по Палевааму. Вот здесь бывшая база Орлиная, рудник штольни. И вот шла сюда. Самое верховье Палеваама, вот здесь был каньон. И на перевал, дошла до перевала к реке Чантал-Вагиргын. Вот она, эта река. Вот она. Но это уже в следующей серии.